Бронированная боевая машина, чаще всего на гусеничном ходу. Как правило, с пушечным и дополнительным пулеметным вооружением, обычно во вращающейся полноповоротной башне, предназначенным в основном для стрельбы прямой наводкой. Вы услышали определение слова «танк» на канале Alex General, на котором вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Snowy Road. Танковый мираж с участием бойцов одного из самых топовых кланов в мире генералов, а именно Vivid, зеленый цвет, нижняя позиция, топ-2 клана ООЕ. Экскал, фиолетовый цвет, верхняя позиция, действующий чемпион мира и лидер элитного ордена. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, поединок проходил в честь 4000 подписчиков на канале Маракара. До 7 побед, на рандоме выпал танковый миррор, никакого договорника, так, если хотите, судьба распорядилась. Лично для меня миррор танкистов самый красивый, хотя и многие больше хвалят Air Mirror, но мне все же ближе бой танкистов. Итак, друзья, на ваших экранах вся мощь танкового генерала. Ну что ж, поехали. Пост справа от Вивида. Слева военный завод также установлен. Также поехал пост. Кстати, два завода, я так понимаю, да, два сопла и электростанция. Достаточно стандартный билд от танкиста. В данном случае у нас на нижнем споте Vivid. Так стартует. В принципе, Экскал также дал свой старт. Два сопла, электростанция. Военный завод, один и второй слева также здесь имеется. Итак, пост уже прошел половину карты, едет по левому флангу. Здесь есть Бэтлмастер, две лычки. Лычку взял, естественно, Экскал в повышениях. Посмотрим, как сейчас они будут между собой сражаться. Но я думаю, что пост, конечно же, вскроется. Тем временем еще один пост, но там уже его зажимают, между прочим, с трех сторон. Есть Бэтлмастер, есть Гатлинг, есть пост, есть еще один БМ. Тут тем временем пост скрывается. Ракетчики хотели Бэтлмастер добить, но есть Гатлинг у Экскала, который ракетчиков закрывает. Они не успевают, к сожалению, до домика здесь добежать, сесть и быть быть или не быть какой-либо позиции. Здесь плюс разведка могла бы быть, но не удается. Тем временем Гатлинг плюс пост от Вивида вновь идут через центр. В принципе, можно попробовать Экскалу здесь Гатлинг закрыть, но сливается. Сливается пост, остаются ракетчики, БМ также уничтожается Экскалу. И закрывается Гатлинг Вивиду. Экскал отбивается с потерями, правда, но отбивается. Справа у Вивида два Бэтлмастера стоят, я так понимаю, просто на обороне. В центре также есть Бэтлмастер. И слева БМ также подтягивается, ждет, видимо, Вивид атаку на свою базу. Поставил справа казарму и побежал ракетчик вперед. Вполне возможно занимать вот здесь здание. Такая хорошая, в принципе, здесь постройка стоит. В основном так вот здесь, да, бои происходят на этой карте. И вот тут в центре. Поэтому не помешало бы тут такой опорный пунктик хотя бы с одним ракетчиком-то получить. Мало ли, на будущее пригодится. Есть Лотос, побежала направо захватывать НПЗ и вышку. Это значит, что есть уже пропаганда у Вивида. Что касаемо Экскала, есть казарма, также выходит Лотос, а значит, есть на карте пропаганда от верхнего бойца. Да, все верно. И выход в третий ресурсный центр. Плюс еще сейчас будет скидка юнита в виде нефтепереработки. И, скорее всего, будет захватываться в первую очередь, конечно же, вышка. И будет экономический буст на $1000. Экскал пришел в центр. Достаточно хорошая у него армия, 3 БМ, Гатлинг, пост, еще и ЕЦМ танк, кстати говоря, подтягивается, а вот у Вивида пока ЕЦМ, к сожалению, нет. Ну вот выходит, да, выходит уже наконец-то, подтягивается еще один Бэтлмастер, но пока в соприкосновение бойцы друг с другом не вступают уже достаточно долгое время, пока просто тратят время на развитие. Поставил Вивид бункер, слушайте, да, вот есть домик здесь с ракетчиком, есть бункер, но есть дракон у Экскала, который сейчас этот дом, скорее всего, будет выселять. Один ракетчик этому дракону абсолютно не помеха, что мы, в принципе, с вами и наблюдаем. Да, дракон беспрепятственно сюда подъехал и практически беспрепятственно уничтожил ракетчика в этом здании и пошел дальше по правому флангу. Скорее всего, на отмену той самой нефтепереработки и вышки. Но есть пост у Вивида, который сейчас за этим драконом, естественно, пойдет в преследование. Также есть Бэтлмастер, который, в принципе, также мог бы помочь. Но Вивид оставляет его рядом с саплаем, поэтому только пост здесь гоняется за драконом. Экскал уже достаточно близко, слушайте, подходит, а тут еще один бункер от Вивида. Есть Лотос, которая может захватить арт-платформу, и, в принципе, здесь центр полностью перекрыт. Тем временем дракон все-таки, видимо, сожжет. Да, все верно.
Он сжигает все-таки нефтепереработку Вивиду, и скидки на юниты уже, естественно, не будет. Что же касаемо Экскала, у него уже справа здесь все захвачено. Есть и вышка, есть и нефть, есть скидка. Все, в принципе, прекрасно. Есть армия, 3 сапплая работают. Захватил себе, кстати, арт-платформу быстрее, чем Вивид прибежал здесь лотосом. Экскал можно, в принципе, даже... слушайте, а он и захватил уже себе ремонтную-то мастерскую. Побежал лотосом дальше, естественно, оба лотоса сейчас спалились. Можно пробовать одного и другого уничтожать каждому из бойцов, но пока они решили пойти соприкосновение танков, я так понимаю, да, начинают здесь готлы вроде бы как настреливать, и начинается все-таки уже наконец-таки та самая грызня танкистов, начинается перестрелка. Экскал подтягивает труповоз, чтобы скрывать этот самый бункер. Можно было, в принципе, попробовать и через филд это сделать, но до филда, я так понял, еще далеко, а вот будет ли он, покажет время. И бункер все-таки скрывается, Вивид здесь получает и отступает. Захватывается, точнее уже перехватывается Экскалом арт-платформа, и он идет вперед. Армия у него достаточно большая, здесь, в принципе, можно пробовать, но Вивид тут успел поднаспамить, в принципе, плюс бункер ему будет помогать, поэтому Экскал пока не решается, я так понимаю. И смотрите, какой третий военный завод, достаточно выдвинутый, на центре здесь стоит, и у Экскала уже есть 3-й ранг, и есть уже к этому времени командный центр, и запускается арт-удар. Вопрос, куда он будет бить, я так понимаю, по направлению к ресурсному центру. Да, все верно, и он полностью здесь закрывается. Даже саппалтраки не выжили, и Вивиду нужно, естественно, сейчас вновь его отстраивать, чем он, в принципе, и занимается. У него также, кстати, уже есть КЦ, но до 3-го ранга еще нужно, естественно, поработать. Пока его нет, пока всего лишь 969 экспоинтов и только 2-й ранг. И вот как раз-таки устанавливается филд. Видимо, Экскал решил поработать либо хеликсами, либо мигами. Ну, почему бы и нет, в принципе, при такой достаточно жирной экономике. Я не знаю, вот если так дальше пойдет, бойцы не соприкасаются до сих пор друг с другом-то толком. Ну, мы увидели, да, тут какое-то первое сражение. Но пока просто катаются. Я к чему веду? К тому, что, может быть, есть тогда смысл уже и в хакеров-то пойти, почему бы и нет. Армия достаточно огромная, экономики хватает. На базу никто к Экскалу не наступает в последнее время, по крайней мере, и можно попробовать даже поднаспамить тех самых хакеров, почему бы и нет, интернет-центр поставить, хотя любой арт-удар и интернет-центр просто уничтожается. Ковровка у танка, напоминаю, на 5-м ранге, до нее еще пока далековато каждому из бойцов. Ну и пока вот происходит вот то, что мы с вами видим. Просто бойцы спамят армию. Арт-платформа здесь настреливает. Лотос стоит у Экскала здесь на страже. Ждет, возможно, Лотос от Вивида. И сразу же, естественно, она спалится. И можно будет ее уничтожить. Вот этой вот огромной армией, которая сейчас у Экскала в активе. Он справа, смотрите-ка, дал здесь бункер. Стоит куча танков на обороне. К сапплаю подъехать будет проблематично. Здесь проезжать вообще не вариант. То есть достаточно узкое пространство. Один Гатлин, конечно же, будет не помехой. Но пространство узкое. И слушайте, миги залетели. Пространство узкое, и, естественно, все здесь будет перестреливаться. А миги залетели и вдарили по пачке. Экскал все-таки пошел в миги. Ну, почему бы и нет? Причем еще и дал 2 филда. Слушайте, а представьте, просто 8 мигов с напалмом вдарят по этой армии. Ну, достаточно, мне кажется, больновато будет Вивиду от этого. Нужно, я думаю, что что-то предпринимать. Он поставил башню пропаганды и просто подхиливает свою армию. Тем временем 2 поста, дракон, гатлинг направо сюда смещаются. Ракетчик здесь стоит, которого уже давно не мешало бы посадить вот этот самый-то домик. Так просто за, между прочим, была бы какая-то оборонительная позиция. Так, тем временем Экскал смещается направо. Слушайте, здесь был труповоз. Он сразу же высаживается. Здесь красногвардейцы побежали вперед. И с помощью дракона выселяется домик. Я так понимаю, Вивид. Так, тут тем временем миги. Миги вдарили Вивид, я так понимаю, решил справа здесь атаку начать. Засадил ракетчиков в домик. Слушайте, но миги хорошо вдарили. Раз, два, три, 4 юнита забрали-то у Вивида. И началось. Начинает трястись экран. Начинается перестрелка танкистов. Вот для чего мы здесь собрались. 10 минут. Взял Экскал ярость, слушайте. И начинается резня от танкистов. Ну какая мощность. Слушайте, по всей видимости, это все-таки Экскал перестрелял Вивида. И ему осталось буквально 50 экспоинтов для 5-го ранга. Бункер вполне возможно, кстати, Вивид-то вскроет. Да, все верно. Но вот этих ракетчиков и красногвардейцев до конца Экскал, конечно же, закроет и набирает 5-й ранг. Тем временем полетели, я так понимаю, мины сейчас. Да, все верно, но Вивид не попал на пачку Экскала. Ну, хотя 1 БМ вполне возможно, да, заберет, и прилетел арт-удар
вполне возможно на сапплай. Да, сапплай полностью здесь закрывается, сапплтраки не выживают. Тут прибежала Лотос, спалилась Лотос Экскала. И вполне возможно Вивид сейчас арт-платформу будет захватывать. В центр перешел Вивид. Настрелял по посту, пост вскрыл. И Батлмастер также уничтожается. Ракетчиков можно убить с помощью гатла. Причем один вообще просто передавливается, второй закрывается. Арт-платформа была перехвачена с помощью Лотоса Вивидом. И можно захватывать, в принципе, ремонтную мастерскую. Чем, в принципе, Вивид-то и занимается. И ковровка полетела от Экскала. Закрывать сапплай Вивиду. И абсолютно удачно, я считаю, даже с одним сапплтраком. Вновь отстраивать нужно. Экономика, конечно, у Вивида страдает в этом плане. Так, а это полетел сброс БМа, я так понимаю. Здесь уничтожается ремонтная мастерская. Арт-платформу, в принципе, тоже можно уничтожить. Вивид реагирует моментально. Сразу же БМ и пост подъезжают и будут этот Батлмастер Экскалу уничтожать. Правда, не без потерь. Пост был вскрыт, ракетчики передавлены, но Вивид отбился. И появляются две ядерных ракеты на карте, друзья. От Экскала, причем она, судя по таймеру, появилась раньше. Так, это летят либо мины, либо Эми-бомба. Сейчас посмотрим. У Вивида также есть ядерная ракета. Вопрос, дойдет ли до запуска. Это Эми-бомба. Эми-бомба, но Вивид успел среагировать. Но если бы не среагировал, вся бы армия была бы переморожена. А такая армия, как у Экскала, могла бы просто бы здесь все перебить. Тут тем временем БМ проехался по минам и почти был уничтожен, но живет. Бункер вновь отстроен, ракетчики готовы в него, в принципе, здесь садиться. У каждого из бойцов есть по арт-платформе. Ну, пока от Вивида не достает, а вот от Экскала, да, будет настреливать. Арт-удар, кстати говоря, от верхнего танкиста сейчас. Вопрос, куда он полетел на этот раз. Вполне возможно, что сейчас уже пора закрывать вышку. Либо сапплай. По сапплаю, да. Ресурсный центр вновь у Вивида страдает и погибает. Вивид тем временем смещает свою армию опять на правый фланг под сапплай. Экскал залетают, я так понимаю, здесь миги, но боятся гатлингов. Причем здесь есть и ЦМ-танк, причем даже два. Скрывается бункер, миги все-таки решаются залететь. И залетают, на мой взгляд, вполне удачно. Вот еще один бы, да. Еще один залетает, бьется все это дело в центр армии. Ну сколько? Ну один вроде как, да, миги забрали, Батлмастер, ну и плюс еще тут какую-то часть перебили с помощью бункера, с помощью армии, которая у Экскала тут была на правом фланге. Так, ну и еще подтягиваться, так понимаю, нужно защищаться, причем еще армию погнал Экскал в центр, здесь тем временем Эми-бомба, и замораживается часть армии, сейчас Экскалу замораживается сапплай, полетела ковровка, мать твою, полетела ковровка на Вивида! И перебивается просто, можно сказать, 90% всей армии. Закрывается полностью вся атака практически без потерь. Залетает ковровка. И на этот раз уже попадает по Экскалу. И достаточно хорошо попал Вивид. Забрал казарму, забрал часть армии. Но сапплай добить не удалось. Так Экскал тем временем наступает еще и через центр. Арт-платформа здесь пытается как-то этому помешать. И несколько здесь есть юнитов от Вивида. Но это все перебьется. Слишком мощная у Экскала армия сейчас. Справа полностью отбился. До ядерной ракеты так Вивид и не добрался. Она абсолютно целая. Никакого урона абсолютно Вивид не нанес. И спам хакеров, пожалуйста. Почему бы и нет? Меня волнует только одна вещь. Почему Экскал не отстраивает здесь ресурсный центр? Может быть, юниты бережет, я не знаю. И пробивается бункер, слушайте. Там тем временем юниты пошли также вперед. Правда, непонятно, зачем туда поехали сапплтраки. Возможно, это какой-то мист-клик, либо решил отсюда с коробок что-то подобывать, чтобы Вивиду меньше досталось. Но Вивид успел наспамить вновь новую армию, перебивает часть юнитов Экскалу. Слушайте, ну хорошо. Хорошо, верхний боец уезжает обратно на базу. Кстати говоря, у него осталось только 2 военных завода. У Вивида 3. Это хорошо на самом деле сейчас. Так, ну вот справа бункер был вскрыт. И ЦМ-танк плюс БМ пытается противостоять, но все-таки вскрывается сапплай. Так, ну и здесь миги вдарили, и тоже достаточно много юнитов. Тут Вивид-то потерял. 1, 2, 3, 4, 5 юнитов, слушайте, было потеряно. Тут тем временем мины на центр от нижнего танкиста. Но Экскал отступил. Можно, в принципе, здесь простреливать все это дело с помощью поста палица. Зачем эти мины, в принципе, здесь нужны? Ведь вся сейчас война-то как раз-таки на центре происходит, а эти мины будут очень сильно верхнему танкисту мешать. Вновь миги взлетели на центр, пока дежурят. Ну и отлетают налево сюда, ну я не знаю, ну просто отлетают пока. И по базе просто здесь смотрят, что происходит, не знаю. Ну и арт-удар полетел от Вивида и прекрасно, просто прекрасно, слушайте.
И пропаганда, и военный завод, все забирается просто 5 удар, ой, точнее арт-удар, но 5 баллов. А тем временем сброс БМ от Экскала, и этот БМ пытается уничтожить вышку. Есть грейд на скорострельность, есть грейд на национализм, причем еще и ярости дал Экскал этому БМу, но он отъезжать решил. И ЦМ танк его замораживает, и также подтягивается Батлмастер от Вивида, будет его просто уничтожать, вышка будет жить. Причем еще и дозер поехал, возможно, эту вышку подхиливать, и ковровка, да, полетела. Ну, энергию вырубил хорошо, причем уже готова ядерная ракета у Экскала, но он пока ее не запускает, и свет выключился у Вивида. Тем временем армия идет вперед, плюс миги залетают. Вышка по-прежнему живет. Экскала перебивает Батлмастер, миг пробил здесь, ударил по дозеру, ударил здесь чуток по бункеру, но бункер будет подхиливаться, и ковровка полетела, на этот раз уже от нижнего танка запускается ядерная ракета. Да, попал здесь Вивид, и попал в принципе неплохо, ядерная ракета ударила по энергии и задела военные заводы, но они будут жить. Света по-прежнему у Вивида здесь нет, Экскал прорывается. Экскал прорывается к зеленому танку. На нижней позиции на этой карте. Слушайте, неужели это конец для Вивида? Неужели Экскал все же переигрывает? Я же не знаю, будет ли Вивид продолжать сопротивляться, или он уже будет сдаваться. Пробивается бункер, дозер также закрывается. Слушайте, Экскал решил отступать. Экскал решил отступать, у Вивида здесь есть пачка. В принципе, ему снова нужно, наверное, давать здесь ресурсный центр, и мы его уничтожили уже который раз подряд. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько раз Вивиду уничтожили третий ресурсный центр. Мне самому интересно. И запускается арт-удар от Экскала. Ставят Вивид, кстати говоря, здесь рядом с вышкой энергию. А вот как раз-таки арт-удар на эту вышку, скорее всего-то, и летит. Ну, давно пора на самом деле. И плюс она еще и была здесь немного каленая, и все, дополнительного притока экономики от этой вышки у Вивида уже не будет. Нижний танк попытался выехать на центр, но Экскал его прогоняет, причем еще и забрал у него 2 юнита. Направо смещается Вивид и на центр поставил Гатлинг. Под домик как раз Вивид сюда подходит. Вопрос, сколько там ракетчиков, давайте посмотрим. Там, я думаю, что один. Да, один ракетчик, но тем не менее, все-таки какая-то поддержка. Экскал на центре все свои ресурсы уже забрал. На доке справа у него уже тоже ничего нет. Ну вот слева ресурсный, слава богу, отстроил. Сколько здесь еще добывать? 11300 еще добывать. Плюс есть хакеры, плюс есть вышка. Ну и скидка на юниты, конечно же. Поэтому у Экскала, в принципе, с экономикой все нормально. Армия у него также есть. Плюс еще есть воздушные юниты. И Эми-бомба замораживает Вивиду ядерную ракету. На 7 секундах-то всего лишь-то немножко оставалось. А ведь эта ядерная ракета очень Вивиду могла бы помочь. И как раз-таки именно сюда смещается сейчас армия от Экскала. Вопрос, сможет ли он эту ядерку закрыть? Тут тем временем летят мины от Вивида и ковровка от Экскала. И Вивид решает эту ядерную ракету продать. Она немножко тут, правда, залагала, но продать ее Вивид все же успел. Мины, как таковые, не помогли. Один юнит всего лишь был забран, но ковровая бомбардировка! И практически всю армию Экскалу перебили. Правда, еще и собственный пост здесь забрал. Ну что ж, лес рубят, щепки летят, как говорится. Что поделать? Тем временем подъезжает Вивид. Закрывает БМ, ЕЦМ танк помогает, еще 2 смещаются направо, тут также Батлмастер от Экскала катается, но ловить тут уже особо-то нечего. Зданий у Вивида остается все меньше и меньше. Военных заводов тоже все меньше и меньше сокращаются, у Экскала 2, я так понимаю, или 1? Нет, 1 военный завод уже к этой минуте у каждого из бойцов остается, но есть 2 филда и появляются хеликсы. Появляются хеликсы от верхнего танка, БМ здесь заезжает в ловушку, и в принципе Вивид должен его здесь без проблем закрывать, а вот хеликсы пока не решаются идти вперед, но есть миги. Есть миги, которые вдарили по гатлингам, есть ярость, которую Экскал сейчас приложил к хеликсам, но хеликс с ракетчиками, к сожалению, погибает, закрыл здесь гатлинг, по-моему, здесь тоже как был бункер, да, здесь бункер был закрыт, и хеликс пропаганды отступает обратно на базу, причем больше, чем наполовину каленый. Здесь есть Батлмастер от Экскала, который пробивал, я так понимаю, саполтраки, но Вивид этот момент все-таки отконтролировал. Правда, поздновато, саполтраки были потеряны. Нужно их вновь восстанавливать. А денег у Вивида достаточно маловато уже, слушайте, становится. Тут гатлы, причем не надо их отдавать на растерзание Батлмастерам. Юнитов становится все меньше и меньше. Экономика так вообще очень сильно пострадала сейчас у нижнего танка. И арт-удар закрывает вышку, я так понимаю. Да, да. Вышки у Экскала больше нет. А есть 5 хакеров.
И на ресурсном доке осталось еще 4650. Есть еще какой-то флуат, 2500 есть у Xcala в запасе. В принципе, еще деньги-то есть, нужно сражаться. Вопрос, стоит ли сражаться Вивиду. Ну, хотя, с другой стороны, если он считает, что у него есть какие-то шансы, то нужно доигрывать. Так, армия, причем у Xcala, ну, такая себе по сравнению с армией Вивида. Ну, по нему пробивают миги. Батлмастеры здесь Xcala закрываются, слушайте. И, ух ты, залетает эми-бомба на Филд. Причем один миг упал от этой эми-бомбы. И 2 блокированы, пока Филд-то в заморозке. И Вивид неужели все-таки будет врываться? Маловато, правда, юнитов. Есть, подтянулся, кстати, ЕЦМ танк, правда, каленый. Но вот, мне кажется, надо бить Филд. Тем временем ковровая бомбардировка от Xcala, которая не попадает на армию. И армия врывается сейчас к Экскалибуру. А у него тут, ну сколько? У него тут 4 БМа, да, есть Хеликс. Есть тут один миг. Есть, кстати, у него 2 филда. Один, причем, распродается. И миги также вместе с ним, естественно, потеряны. Не знаю, вот гатлинги бы в общую пачку бы вернуть. Так, тут тем временем ковровая бомбардировка. Я так понимаю, сейчас энергия, да. Энергия, все, до свидания. Свет при этом, при всем, все равно у Xcala есть. Еще один БМ в военном заводе забрали. Тут тем временем гатлинг подъехал и пробивается полтраки, но там есть миги, этот момент контролируют. На центре также идет атака и перебивается армия, это Xcala. Слева гатлинг был закрыт с помощью мига. Окей, армию перебил, но осталось всего лишь 3 юнита. Еще один батлмастер здесь, конечно же, подтягивается, но успеет ли? У Xcala там ядерная ракета на подходе. Неужели с помощью нее он сейчас будет отбиваться? Запускается арт-удар от верхнего танка, кстати. Вопрос, куда он будет пробивать? Военный завод или он будет бить по команднику, а потом он просто закроется с помощью ядерной ракеты, у Вивида просто не останется повышений. Возможно, даже нет, все-таки по военному заводу, а может быть имело смысл даже ударить между зданиями и закрыть с помощью ядерки оба, и военный завод, и командный центр. Саполтраки в бой поехали. Слушайте, добывать-то тут особо нечего. Спамятся, конечно же, еще здесь батлмастеры. Есть в запасе ядерная ракета у Xcala, и Хеликс летает. Так, и 2 мига еще есть, слушайте. Слева все, коробки кончились. Хакеры есть еще вот в количестве 5 штук, и скидкой на юниты, естественно, еще работает. Так, Хеликс полетел. Хеликс полетел, я так понимаю, по направлению к командному центру. Сейчас, ну, этот Хеликс без ракетчиков, он только с пропагандой. Бить он этот командник будет достаточно долго. Но если только ядерная ракета здесь поможет чем-то. Так, поставил тем временем Вивид казарму, слушайте, на центр. И, я так понимаю, будет уходить в какой-то массовый спам ракетчиков. Но там на 1000 много-то не наспамишь, слушайте. И запускается ядерная ракета, и она попадает в аккуратно последнюю пачку Вивида. Естественно, от ракетчиков сейчас толку уже никакого не будет. По ним просто вдарят миги. Хеликс отлетает, за ним тут гоняется гатлинг. Вполне возможно, даже успеет его закрыть. Но хотя, мне кажется, что все-таки Хеликс будет-то побыстрее. Так, здесь тем временем это либо сброс БМа, да, это скорее всего сброс Батлмастера, и причем этот сброс, похоже, что Xcala применил-то прямо на своей базе. Подхилил командник свой Вивид, пробили здесь по пехоте миги, и Вивид терпит поражение. Нас разгромили. «24 минуты и 11 секунд божественного танкового миррора». Не знаю, как вы, друзья, а я получил колоссальное удовольствие от данного поединка. Надеюсь, у вас останется то же самое впечатление после просмотра, которое осталось и у меня. Ну что ж, а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.